Вот посмотрите, как я вам разберу сейчас это мясо. Смотрите, как оно отходит. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. А что у нас тут? А у нас тут индюшка. Сегодня будем делать бугламу из индейки. Погода у нас сегодня на улице, друзья, соответствующая. Она очень подходит для этого блюда. Ветер, дождь. Это блюдо как раз под стать погоде. Из серии согревающих. Отходы нашим кошечкам. Значит, я буду разделывать индюшку, друзья. И мы будем с вами говорить об этом блюде. Что это блюдо из себя представляет, почему оно так называется и так далее. Антону, а левую дадим Алику. Голяшки, я думаю, целиком оставить. Антон, Алик, сегодня у нас что, друзья? Индюшка. Одно крыло тебе, одно тебе. Опа! Индюшку я нарезал, залил водой, пусть немножко постоит в воде. Теперь у нас что идет? Следующий у нас идет лук. В бугламе лука бывает немало. Вот такие 3 большие головки. Так, лук мы нарезаем полукольцами. Стараться нарезать его тонко нет необходимости. Нарезаем как получится. Так, что такое буглама, друзья? Я вам так и не сказал. Буглама в переводе с азербайджанского. Буг — это на азербайджанском пар. То есть, если это так максимально по значению на русский перевести, чтобы было правильно, это, наверное, скорее всего, будет парное. То есть, что-то приготовлено на пару. Почему так называется? Буглама готовится обязательно на маленьком огне и обязательно с очень плотно прикрытой крышкой. Желательно даже герметично прикрытой крышкой. Значит, для чего это нужно? На маленьком огне пар не успевает очень интенсивно образовываться и не создает такое повышенное давление, так сказать. Из-за этого пар из посуды практически не выходит. Когда просто варим, тем более с открытой крышкой, пар у нас хочешь не хочешь выходит. А здесь нет, здесь все остается внутри, как бы в собственном соку. Из-за этого и она по вкусу бывает очень насыщенная. С паром же может уходить и часть вкуса. А здесь из-за того, что пар не выходит, весь вот этот вкус, он сосредотачивается в блюде. То есть все остается в блюде. Вот примерно так, друзья. Также у нас идет в это блюдо болгарский перец. Помидоры. Помидоры уже не летние. Извиняюсь, друзья, за качество.
И, друзья, еще одна прекрасная составляющая. Составляющая по сезону. Это у нас айва. Наверное, нет ничего лучше, чем этот фрукт по аромату. Какой приятный аромат она дает обедам. И вот в сезон, у кого этот прекрасный фрукт растет, я всем советую добавлять. В очень многие блюда подходит. В долму, то есть в голубцы можно добавлять, очень подходит. Вот такого рода бугламу, там, ну еще что-то придумать можно. Очень обогащает, очень дает такой приятный аромат. Так что, друзья, используйте. Нарезаем такими дольками, как яблоко. В принципе, это, по-моему, родственники с яблоком. С яблоком или с грушей. Так, в первую очередь идет лук. Это так классическая луковая подушка, как я ее называю. Пошло мясо. Сначала с косточками. Опять лучок. Овощи, друзья. Наш перец. Вот так. Первый слой посолим, поперчим. Опять мясо. Это уже у нас грудинка в основном. Вот так, друзья. Опять перчики. Вот так. Теперь помидорки, друзья. Лук. Мясо, друзья. Вот так. И сверху все, что осталось от овощей. Теперь айва, друзья. Наш прекрасный ароматизатор. Три острых перчика. Вот так, мерседесом. Так, теперь еще раз солим, друзья. Перчим. Друзья, чуть-чуть еще добавим куркуму. В азербайджанской кухне это одна из самых распространенных пряностей, добавок. Во-первых, цвет дает бесподобный. Но помимо цвета, это вообще очень полезная вещь. Один из самых сильных антиоксидантов, друзья. Используйте, советую. Во все обеды можно добавлять. Вкус не меняет, но придает приятный цвет и очень полезно. Друзья, и вот это горсть сушеной алчи. Это абсолютно не обязательная добавка. Просто у меня было. Я решил добавить. Это никак не помешает, а только придаст приятный вкус. Друзья, теперь вот это все дело заливаем
полстакана, здесь чуть больше, водой. Это чтобы пока лук начнет давать сок, чтобы ничего не подгорело. Закрываем плотно крышкой. Здесь желательно крышка, чтобы максимально плотно прилегала. Я, кстати, друзья, придумал одну вещь. Производители чугунной посуды, ловите идею. Можно на казаны делать водяные затворы. Как вот вы, наверное, знаете, на коптилках бывает такой водяной затвор. То есть крышка, она садится в такую бороздку, наполненную водой. И это исключает проход всяких паров и так далее. То есть максимально герметичный становится. Такая вот идея. Все, друзья, накрываем крышкой. И часа 2-2,5 просто ждем. Ничего не делаем. Это блюдо этим и прекрасно. Здесь ничего не надо. Ни перемешивать, ни подглядывать. Через 2-2,5 часа приходим, открываем крышку и кушаем. Все. Друзья, забыл зелень. А сюда она очень подходит. Прямо так бросим. Моя любимая кинза. Все. Так обидно, что камера не может передать запаха, вернее аромата. Это так приятно пахнет. Давайте посмотрим. Посмотрите, что здесь творится. Все, она полностью готова. Вид просто бесподобный. Идем пробовать. О, как же это тяжело, друзья. Этот чугунный казан меня доконает. Очень тяжелый. Давайте еще раз посмотрим. Полюбуемся. Все, вот она. Посмотрите, как это красиво. Она уже успокоилась. Готова к поглощению себя. Друзья, решил взять глубокую тарелку, потому что здесь столько прекрасного сока. Я думаю, без водички здесь просто грешно кушать эту булламу. Вы смотрите внимательно, что я кладу, друзья. Помидорчик. Айва обязательно. И парочку вот этих можно алчи положить. Посмотрим, как она здесь будет. А теперь самое главное. Посмотрите на цвет. Это эликсир здоровья. Вот эта водичка, этот бульон. Еще раз понюхаю, друзья. Как это вкусно пахнет. Знаете, вот почему-то мне вот подсознательно захотелось чуть-чуть доперчить эту ножку. Это я вам показываю, как она во всей красе. Это уже у блогеров, фудблогеров избитое выражение, что зубов здесь не надо, есть можно губами. Но я не могу его не повторить, друзья. Настолько мягко, настолько она прямо отслаивается. Смотрите, настолько это мясо отслаивается вот так. Мягчайшее, нежнейшее. Действительно можно обойтись без зубов. И вот сейчас, читая ваши мысли, друзья, я оторву хлеб. Тандыр чöreği, да, тандыр чöreği на азербайджанском. И вот сюда должен замакнуть. Мне кажется, все вы меня просто просите это сделать. Я чувствую ваши мысли. Смотрите. Это, наверное, самое вкусное в этом блюде. Вот бульон, да, вот, как это сказать, да, вот его многоликость, да, вот это многогранность, я не знаю, как хотите называть. Столько там приятного присутствует. Ну, сами видели, да, содержимое. И вот это все вместе такой необыкновенный вкус дает.
Просто великолепный. Вот посмотрите, как я вам разберу сейчас это мясо. Смотрите, как оно отходит. Видите, друзья? Очень вкусно, вот честно. Лишний раз убеждаюсь, что блюда действительно могут быть под погоду. Вот такого рода блюда, где есть много вот такой влаги, шикарного, жирного, приятного бульона, такую холодную, промозглую погоду очень хорошо подходит. Бульон. Хлеба здесь мало, друзья. Здесь уже нужна ложка. О, какое-то удовольствие. Друзья, ну как вы, наверное, догадываетесь, и в принципе видели в моих и не только в моих роликах, буглама бывает, конечно, не только из индейки, не только из птицы, из мяса, из рыбы, из чего угодно. Буглама — это просто способ приготовления. Буглама, то есть что-то приготовленное на паре, так скажем. Почему мне это блюдо очень нравится? Оно простое именно в приготовлении. Нарезал, бросил, забыл. Все, через 2-3 часа снимаем и наслаждаемся едой. Я надеюсь, что сегодняшнее блюдо и то, как я его приготовил, вам понравилось. И как оно выглядело, главное, вам понравилось. Спасибо большое за просмотр. Спасибо большое за внимание. До новых встреч на нашем канале. До свидания.